Привет всем! Сегодня мы едем в префектуру Сига. Я давно хотела съездить на озеро Бива. Это озеро самое большое в Японии. Мы становимся на территории храма Энрякуджи. Вот мы выезжаем от станции Шинагава из Токио, едем до Кёто. А там уже идет пересадка, и мы едем минут 15 ехать до станции Хиезан-Сакамото, а оттуда на фуникулере до станции Энрякуджи, где находится этот знаменитый храм, занесенный в достояние ЮНЕСКО. И там есть гостиница для монахов. Она также гостиница и для посетителей. Я думала, она какая-нибудь простенькая, скромная, но она оказалась очень даже удобной, уютной, шикарной и невероятно вкусной. Там эта веганская кухня, она потрясающая. Вот мы приехали на станцию Кёто. Дальше мы идем на пересадку на локальную линию и едем до станции Хиезан-Сакамото. И от станции Хиезан-Сакамото мы идем на фуникулеры и едем до станции Энрякуджи, где находится комплекс храмов. Энрякуджи называется он. И этот комплекс храмов, он внесен в достояние планеты ЮНЕСКО. Так что это очень известное место. Это находится на горе Хие. Гора Хие, это я вам потом в следующем видео буду про нее подробно рассказывать. В общем, это священная гора. И там очень большая территория. И там много этих храмов. Мы не успели все обойти. Нам там очень понравилось, потому что все, кто останавливается в этой гостинице, они могут присоединиться к утренней буддийской службе, которая начинается в 6:30. Она идет 30 минут. И на эту службу могут присоединяться только те, кто останавливается в гостинице. Вот это местный поезд, локальная линия. И мы едем до станции Хиезан-Сакамото. И, конечно же, там можно днем тоже на службу присоединяться, но там будет очень много народу и не такая обстановка. Утром там вообще очень красиво, людей никого нет, вы можете гулять. Все открывается в 9 утра, а вы можете, представьте, с 6 утра до 9 там гулять, ходить. И нас еще потом эти монахи водили к священному огню, который, у них есть там священный огонь, который не гаснет уже 1200 лет. В общем, там тоже интересная история. В общем, такой опыт можно на себе испытать, только если вы там останавливаетесь. Вот мы приехали на станцию Хиезан-Сакамото. Это совсем небольшая станция. И здесь очень легко идти. Если вы с телефоном, я всегда по Google Map хожу. Можно, конечно, и на такси. Мы один раз мы ездили и на такси туда, минут 5 на такси. А если пешком, минут 15-20. У нас была сейчас очень хорошая погода, и мы решили пойти пешком, потому что вдоль дороги там тоже очень живописно, много разных небольших храмов. Вот. И здесь тоже, кстати, мы шли на фуникулеры, чтобы поехать в комплекс храмов Энрякуджи, но там еще вот здесь около этой станции есть очень известный храм Хиёши и еще несколько храмов. Вот тоже. То есть, если вы любите ходить по буддийским и шинтоистским храмам, то можно тут вообще целый день провести. В общем, около этого озера Бива, это все рядом с озером Бива, очень много мест для посещения. Есть и замки старинные. Потом еще у нас я буду делать видео. Мы ездили на остров, там внутри, на озеро Бива внутри есть остров очень интересный, как Пава-спот. Он остров силы. Потом я про него сделаю видео. В общем, и много мест. И замки старинные. И есть еще
У них кухня тоже известная как говядина, известная в Японии 3 вида. Вот мы идем, кстати, по улочкам. Посмотрите, какая красота. Вообще, тут даже, вот смотрите, это провинция, ну, префектура Сига. И тут вроде бы как людей мало, но все так чисто, красиво, уютно. Ну, я всегда восхищаюсь, куда бы ни поехали мы. Вот. И что про это озеро, про кухню говядины. Есть 3 вида известных сорта говядины. Это вот в Японии это мраморное мясо мацузака, кобе и еще вот это оми. Вот оми это именно по этой местности. Сига префектура. Очень известная говядина. Потом еще есть лапша сомин, тоненькая такая лапша с жареной скумбрией. Тоже мы тоже будем местную кухню там пробовать. Но то, что мы остановимся в гостинице, там кухня будет веганская. Все забываю сказать, я в описании оставлю тайм-коды, так что вы можете смотреть с интересного вам места. А вот я вам показываю, здесь батат продают. Вот. А вот это, кстати, слева это японские сады. Если кому интересно, можно даже сходить сюда. Вот. И веганская кухня, знаете, кажется, как будто все как из овощей. Там они очень много используют тофу, но она была тоже такая потрясающая, так вкусно. Хотя я хожу и в веганские рестораны и в Токио, и во многих местах, но здесь мне очень понравилось. Здесь вообще, мне кажется, вот эти вот монахи или вот кто заведует этими храмами, у них очень хороший вкус, потому что они, как и в гостинице, там они очень дизайн так уютно все сделали, красиво. И кухня тоже так детально продумана. Так что очень советую всем туристам, всем людям, кому надоело ездить в такие места, как Кёто, ну то есть во все известные места, где народу много, советую вот такие места, как префектура Сига, озеро Бива. И здесь еще много потрясающих мест. И вот это вот остановиться на территории... вот мы здесь покупаем билеты на фуникулер. Здесь, кстати, нам стоило где-то вот на 4 человека 6000 йен. Туда и обратно. Вот. И кто хочет остановиться на территории храма, тем я советую, потому что это тоже незабываемый опыт, чтобы остановиться на территории храма. Это так вообще необычно, и там красиво, уютно. Ну, в общем, посмотрите сами. Вот когда мы сейчас едем, это уже где-то... Мы ехали 3,5 часа. Мы выехали из Шинагавы в 8 утра, и вот сюда мы приехали где-то в 11:30. И вот смотрите, вот 11:30 где-то, это очень много здесь было народу тоже. Вот, и ну, сейчас это золотая неделя. На золотой неделе вообще везде очень много народу. И мы не стали брать машину на прокат, потому что мы не хотим стоять в пробках и там нервничать. Но потом мы, когда ехали вечером здесь эта фуникулерная дорога, она до 5, и на последние вот эти, как их называют, поезда на фуникулеры могут садиться только люди, кто здесь останавливается. И вот мы там были только мы и еще одна пара. То есть там вообще никого не было. Вот смотрите, мы приехали на самый верх, на гору, на вершину горы Хие. И вот это обозрение на озеро Бива. Дальше мы сейчас пойдем в гостиницу, оставим наши чемоданы, и там перекусим вкуснейший десерт. Здесь местный хит, местный японский тирамису в японском стиле. Вот. Пару слов про этот фуникулер. Этот фуникулер считается самым длинным фуникулером в Японии. И
Подъем на нем до станции Инрякучи занимает где-то 11 минут. И вот мы идем сейчас внутрь храма, комплексов храма Инрякучи. Здесь, если вы приезжаете просто посетить, надо платить 1000 йен. А если вы останавливаетесь, то эта 1000 входит, и вы можете, то есть на 2 дня, и в день, когда вы прибыли, и день, когда вы уезжаете, тоже эта стоимость входит. Еще хочу заметить то, что, конечно, сейчас вот золотая неделя, майские праздники, людей много, но все равно по сравнению с Киото или вот в Токио, если все известные места какие-то, здесь ждать намного меньше. Поэтому как в празднике, потому что не только туристы, иностранцы приезжают, но и японцы тоже путешествуют, поэтому людей очень много. Я не советую приезжать на майские праздники в Японию, но все равно, как летом здесь очень жарко в Японии, и лето начинается где-то прям с конца мая, и где-то там даже чуть ли не по весь сентябрь будет ужасная жара. Вот это вот где-то вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель – самое лучшее время для посещения в Японии, потому что не будет изнуряющей жары. И вот мы идем по территории храма. И вот слева уже виднеется гостиница, которая предназначена для монахов и для посетителей тоже. Кстати, когда мы останавливались, на следующий день утром шла служба, и потом двое монахов с нами ходили везде, объясняли нам про этот огонь и про другие там ритуалы. И эти 2 монаха, они тоже останавливались здесь, и они потом утром тоже завтракали, мы их видели на завтраке. Так что, я потом поговорила с этими монахами, у меня было много вопросов к ним, и я в следующем видео расскажу, о чем мы разговаривали. В общем, эта гостиница, да, действительно не только для посетителей, таких как мы, но и монахи тоже останавливаются. То есть не такая уж изнуряющая жизнь у монахов. Я думала, что они на каких-нибудь там подстилках, в холодных домиках, чтобы как себя тренировать, они живут. А оказывается, что нет. И вот посмотрите, как здесь красиво. Здесь мы попробовали их местные хиты, десерты тирамису. И здесь можно, тут вот выбираешь свой знак своего года рождения. У меня там как символ, это не иероглиф, а это прямо тоже как символ, обозначающий, к примеру, я год тигра, это тигра, у дочки моей обезьянка, у мужа петух, а у сына заяц. И здесь тоже очень вкусные эти тирамису, они по вкусу, они не как итальянские, а как японские, внутри там. Сами нам надо попробовать то, что немножко в японском стиле тирамису. И матча тоже было вкусное. В общем, попробуйте. Там на английском тоже есть, по-моему, объяснение. Были, кстати, иностранцы, останавливались. В этот раз, когда мы останавливались, были пара из Латвии. Немножечко я поговорила с ними. Вот, посмотрите, какой прекрасный вид на озеро. И здесь есть замечательный магазин сувениров. Я потом здесь буду покупать сувениры. И потом в самом последнем видео я расскажу, что я там купила. В общем, здесь все есть. Здесь даже и пообедать можно. То есть у нас входили ужин и завтрак в ночевку. Но если вы хотите пообедать, здесь есть ресторан на 2 этаже, там тоже веганская кухня, пожалуйста. Надо доплачивать. В майские
праздники одна ночевка на 4 человека стоит 100 тысяч йен. Немножко дороговато, но я думаю, что это стоит этих денег, потому что гостиница очень хорошая, уютная, чистая и вкусная здесь, и сервис хороший. В общем, нам все понравилось. И теперь мы идем обратно на фуникулеры, и мы едем на круиз по озеру Бива. Дальше у меня будет продолжение этого видео. Сейчас я уже заканчиваю. Спасибо вам за просмотр. Кому интересно, подписывайтесь. Я ставлю видео каждую неделю. В этот раз мы путешествуем по префектуре Сига. Это мое первое видео. Дальше следует продолжение. Я уже готовлю. Если вам понравилось мое видео или было полезным, ставьте лайк. Это тоже меня подбодряет делать новые видео для вас.